Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером мы собрались изрядно пошуметь, а тем более, что есть над чем, потому что мир, кажется, бросается из огня до в полымя. Но у Трампа все великолепно, правда, матерится как сапожник. В общем, обо всем об этом сегодня поговорим прямо в прямом эфире. Начнем традиционно с нашей любимой такой классной рубрики «Игры в города». Прежде я просто скажу, что QR-код, который видите на экране своих мониторов, гаджетов. В общем, это возможность, если работает сервис, написать что-то прямо в эфир. Также вопросы в клубе зрителей, закрытом клубе Telegram-канал, есть такой, да, где такое очень экологичное общение, все по делу, обсуждаем эфиры и общаемся, поэтому всех приглашаю туда, и там есть возможность задать вопрос. Ну и, конечно, в предложку, да, электронный ящик в телеграм-канале Шелест, в основном открытом, на общем обозрении, люди уже тоже пишут туда вопросы и такие свои истории в нашей традиционной рубрике «Колобок, куда мы катимся?». Очень, кстати, полезно и интересно посмотреть, да, вот как видят люди совершенно со своих позиций, да, вот все происходящее, и вы делитесь тем, что переживаете, и то, что у вас, как говорится, на душе. Поэтому прошу, так сказать, вот в конце мы с вами обязательно поговорим. Ну а пока давайте все-таки поднимем градус вовлеченности нашим сегодняшним замечательным действом под названием «Игра в города». Значит, всем большое спасибо. Одесса с нами, Тула, привет. Саннес, Норвегия с вами. Салоники, Рига, Берлин. Клин, Подмосковье, Шереметьево, Шарлотт, Северная Каролина, Урал с вами, спасибо большое, Урал мы тоже с вами, Донецк, спят курганы темные, солнцем опаленные, вышел, кстати, в степь Донецкую парень молодой, ох, любил у меня дед песню эту, слушайте, он шахтер у меня был, ну, прям вот на всех застольях, многоголосье, вот именно эту песню пели. Кунгур, Москва, Сталинград, Первоуральск, Воронеж, Воскресенск смотрит, Астраханская область, Калининск, Кишинев, Севастополь, Сочи, Пермь, Петербург, Чернигов, Тамбов, Домодедово, Казань, Александров с вами, или Александров, Углич, Екатеринбург, Германия, Ханты-Мансийск на связи, и Мексика смотрит. Ого, как издалека. Астрахань, привет из Узбекистана. Шах, привет. Шах, как говорится, и мат. Это тоже про Трампа сегодня. Обнинск, Таллин, Конотоп, Курск шумит. Бейтар Илит, Израиль. Привет в Израиль. У вас же там уже все благословенна земля обетованная, все уже мир. Великий народ Израиля помирился с великим народом Ирана. Мир, дружба, жвачка. Правда, есть рецидивы, но я думаю, что под матючком Трампа все будет хорошо. Поэтому привет вам тоже. Берлин тоже. Большой привет. Химки, Солнечный, Кривой Рог. А солнечный ли? Там в Кривом Роге, флаг сорвало. Варшава, Рубежная, Киев, с нами Таиланд, шум поднял. Давайте и с Таиландом тоже пошумим. Гамбург, привет из Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес, привет. Рига тоже наша вам с кисточкой. Встречаем деда в Амстердаме. Игорь Шевчук смеется. Ну да, ну там как в Амстердаме, наверное, приземляется. Он уже, кстати, приземлился. И вот сейчас начнется. Да? Сейчас там Трамп даст взбучку странам НАТО. Они уже тут стыдливо поднимают свои процентики, да, на, как бы, в общее натовское дело. Ну и про Зеленского тоже поговорим. Привет из Кронштадта. Ох, привет. Далековато до Кронштадта. Москва, СССР, Крым, Армянск, Самара, Вологда. Привет. Где? В Вологде, где еще? Белая Роса, Беларусь. Изалупки. Лара из Алупки. Прекрасно. Алупка — прекрасный населенный пункт. Никогда не был, но знаю, что просто здорово. Прагу не забудьте. Не забыли, Анна, конечно, Прага. Стерлитамак с нами. Ух ты. Друзья, голосуем в сегодняшнем опросе. Он звучит вот таким вот образом. Я вот долго думал про Иран, что-то, про вот это все, вот эту 12-дневную войну. Нет, давайте про Украину. Война в Украине закончится до вариант ответов: осени этого года, до конца этого года, до весны следующего года
Или, ну, такой больше философский вариант, я хотя, понимаете, душой и сердцем я, конечно, с вами, он пока побеждает в нашем голосовании, и нет ни конца, ни края. В общем, проголосуйте, и в конце посмотрим, как говорится, замеряем градус, как говорится, температуру по палате, средний градус по палате. Значит, с нами Киев, Мурманск, Крымский мост приветствует. Привет на Крымский мост, шумит Красный Лиман, Донецкая область. Но он как бы просто лиман пока. Красный Лиман он будет, когда, собственно, фронт переступит через него. Но пока не переступил, поэтому просто лиман. Привет из Днепродзержинска, Луцк, Волынь, Купянск, Париж. Добрый вечер. Ну, понятно, что из Купянска в Париж. Там сейчас тоже в охват берут Купянск, поэтому да. Какие здесь классные все, Наталья пишет. Вот я с вами солидарен, понимаете? Мы все привыкли концентрироваться на какой-то гадости, да, вот правда. И мир, и вот эта информационная вся среда, потому что идет битва пропаганды. Пропаганды с непропагандой, пропаганды с другой пропагандой. Правду очень тяжело вычленить. И мы очень эмоциональны, мы подвержены этим всем. Мы вот сидим внутри этих событий, колупаемся, ковыряемся. И ничего хорошего это не дает. Но шум — это возможность пошуметь, когда все классные. Ребята, вы классные, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте, это действительно очень важно. Для того, чтобы наши видео и наш шум был слышен. Пошумим пальчиками, как говорится. Друзья, начнем мы, конечно, с сегодняшнего такого быстрого примирения, или как быстрого, ну такой, войны Трампа и вот этих его, ну таких я бы сказал, да, вот умопомрачительных историй. Значит, я хочу начать не с самого начала, потому что утро преподнесло очень интересные новости. Ну, вкратце, для тех, кто там забыл, очень вкратце. Смотрите, я даже сегодня шум не планирую делать на 3 часа. Поставьте лайк, если рады, потому что я действительно вижу 3 часа жизни тратить. Нет, давайте тратить меньше. Так вот, я не хочу даже начать с того, что там, в общем... Это вчера вечером, прям в прямом эфире, то есть, да, с Андреем Золотаревым, Алексеем Арестовичем, если не видели, посмотрите эти прямые эфиры. Мы прям вживую отслеживали, как Иран запускает ракеты по базам Соединенных Штатов Америки. Точнее, как по базе, ну там по базам, потому что в Ирак вроде одна полетела, а туда полетело 6. Вроде как запускает, и кажется, все, началось. Все вспоминают Жириновского, все вспоминают разные там пророчества, Бабу Вангу даже кто-то в комментариях вспоминал. Но оказалось все достаточно выстроено и, ну вот, простроено очень грамотно. В каком плане? Ну вот опять-таки, Америка бьет по ядерной программе. Все напропалую, вот с каждого утюга. Официальная версия: иранская ядерная программа, гаплык ей. Вот фундаментальный урон, ничего больше не будет. Иран говорит, что, ну, как бы, дули, короче, крутит. Говорит, нет, ребята, все нормально, фиксируются спутники, как 16 грузовиков чего-то вывозят из Фордо. Дыры, конечно, впечатляющие, сняли крупным планом и со спутников. То есть, да, все, Америка сделала этот шаг. Но Ирану нужно было что-то предпринимать. Министр иностранных дел слетал в Москву, поговорил с Путиным. Путин с ним тоже поговорил. Говорит Путин, что резко все осуждает. В общем, кошмар и ужас. И мы видим вечером вчерашнего дня запуск баллистики по американским базам. И казалось, действительно, не произошло нечто. Но потом к утру, как говорится, утро вечера мудренее, все развеялось. И все стало понятно. Потому что Трамп всем уже ночью пожелал мира во всем мире, мол, всего добился. А дальше начались подробности. В 7 утра, это дня сегодняшнего, объявлено перемирие. И на протяжении этого дня были попытки срыва с одной стороны, с другой стороны, причем там со стороны Ирана летела какая-то ракета на север, такой какой-то самострел непонятный, его, понятное дело, ракету ликвидировали, сбили, никаких последствий, но Иран следом поднимает истребители и полощет окрестности Тегерана и якобы, ну, по сообщениям израильских официальных органов, уничтожает 2 радара. Трамп в бешенстве, говорит, что они ничего, только матом, ничего не понимают, что они творят, они слишком долго воюют. Всех как бы к ноге, всем циц, всем ша. Говорит, ни в коем случае, вообще вы, что вы делали, а он уже праздновал победу.
Ну и потом, соответственно, сейчас, по состоянию на сейчас, все, в общем, победители. Израиль объявил о том, что он победил Иран. Иран празднует победу, что он победил Израиль. Причем интересно, что вот в этом формате празднования победы, ну вот давайте тогда, раз уж о праздновании победы, то вот собственно, вот эти взрывы, да, которые прилетели в окрестностях Ирана, это радары, да, вот говорят, что радары поразили. А вот это вот праздник в Иране, сейчас там, ну, на самом деле много достаточно народу собирается на площади революции. Там вот по-настоящему все, как говорится, по-взрослому. Там сказали, там вообще победили и Израиль, Иран, и Трампа победили, потому что наша решимость ударить по американским базам сразу Трампа побудила всем звонить. Он, правда, звонил Нетаньяху, со всеми быстренько переговорил. В общем, все, убрали эту угрозу. И вот сегодня вечером Иран, несмотря ни на что, он празднует. Сегодня там большой митинг, есть там другие видеокадры, там скандируют. В общем, победа. Все победили. Ну вот так, на поверхности, да. Вот так, картинка, фасад победителей у всех. Поэтому Трамп, понятно, очень злится по поводу того, что были какие-то эксцессы с нарушениями. Но я хотел бы вот эту всю историю, вот так кратко обрисовав, вы сами, наверное, следили, сами понимаете, что, ну, тут как бы даже не хочется вот вдаваться в эти подробности, но это тоже очевидно. Значит, иранская ядерная программа, ну, как, может, она остановлена, но по ней будут переговоры. Вести переговоры по тому, почему, чего нет, невозможно. Ну, это даже так, если логически подумать. Соответственно, все понимают, что иранская ядерная программа не уничтожена. Это понимают и в Израиле, но там такая жесткая железная пятка Трампа стала на горло вот этой воинствующей песни Биби Нетаньяху и всем остальным ястребам и сказали: так, все. И даже, внимание, пока вот Иран празднует, а в Израиле уже есть, я забыл, как называется, в общем, управление по тылу, да, ну, как-то так, то есть по гражданскому, по гражданской жизни. И там уже поднимаются всерьез вопросы на кабинет военный Нетаньяху, что давайте снимать ограничения. Там есть ряд ограничений для гражданского населения, все можно снимать, собственно, война закончилась. Правда, там в Израиле по-другому, там Смотрич выходит, говорит, теперь мы переключимся на Хамас. Ну, на Хамас они переключились, конечно, тут ничего не скажешь. И это переключение на Хамас, простите, ну, было достаточно, ну, достаточно кровавым, да. Ой, вот это переключение на Хамас. Приходят кадры из пропуска Рафах. Значит, 25 человек передают убито, потому что опять прилетело от Сахал по какой-то гуманитарной раздаче, вот там в районе этого пункта пропуска, да, вот на, получается, юге Газы, да, то есть Рафах это пункт пропуска с Египтом, там, в той стороне. То есть мы понимаем, что Смотрич, когда утром говорил, а уже после обеда вот мы сообщили вот об этом инциденте, мы понимаем, что никуда не делся многоуважаемый, так сказать, Биби Нетаньяху с такими идеями продолжать, да, войну, а не останавливать ее. Но все-таки, да, вот это, если так обрисовать вот эту всю картину, на самом деле мы имеем умопомрачительное заявление Дональда Трампа по итогам всего этого. Нет, понятное дело, там еще сейчас будет много новых, он уже долетел до Гааги, но, значит, и это вот для аналитики, вот это вот самый сок. Он сегодня утром уже занимался этим, как его, Пауэллом. В общем, тот, который возглавляет ФРС, он должен прийти в Конгресс и отчитываться по ставкам. Он, короче, уже долларом занимается. Он занимается уже там другими вопросами. Он, понятное дело, летит к своим, как он пишет и говорит в комментариях, друзьям и не только в НАТО. То есть он готовится к этой встрече, наши любимые европейские партнеры. То есть он полностью переключился. Израиль его хотел зацепить за хвост, да, но тут быстренько лягнул Биби Нетаньяху и дальше пошел заниматься своими делами. Эта публикация знаковая. Вот Трамп вообще как бы он строчит в такие моменты острые, такие массу публикаций, такое огромное количество, как из пулемета строчит. Но это вещь программная.
Значит, теперь, когда мы добились мира за рубежом, мы должны завершить работу здесь, дома, приняв великий, большой, красивый закон как можно скорее, передав его на мой стол. Это будет исторический подарок Великим Штатам к началу празднования 250-летия нашей страны. Мы, наконец, вступаем в нашу золотую эпоху, которая принесет беспрецедентную безопасность, защиту, процветание. В общем, моим друзьям в Сенате, запритесь в комнате, если нужно, не уезжайте домой. Заключите сделку на этой неделе, работайте с палатой представителей, никто не уйдет в отпуск, пока это не будет сделано. Все, и прежде всего американский народ будет чувствовать, сделаем Америку снова великой, написал он у себя. Значит, красивый, великий, скажем так, закон. И, в общем, Трамп, как мироносец, принес процветание. Да? Процветание в Соединенные Штаты Америки, потому что решил вопросы, так сказать, извне. Только что, значит, Кац, ну, этот ястреб Кац, заявил, что поговорил с Питером, в общем, министром Питером Хексетом, министром обороны США. В разговоре он сказал, что будет соблюдать режим прекращения огня, если будет соблюдать другая сторона. По словам израильского министра, глава Пентагона похвалил Израиль и армию самообороны Израиля за достигнутые исторические успехи. Кто молодец? Я молодец. И поблагодарил, в свою очередь, Кац его за решительное решение Трампа действовать совместно с Израилем против ядерной угрозы. Короче, они все расходятся. Все. То есть полный расход, и Трамп этого добивается, переключаясь уже непосредственно на, ну, скажем, новые, да, новые, скажем, вещи. Примечательно, что в этой публикации, почему я ее выделяю, почему говорю, что вот она главная? Да потому что все. Он обеспечил, он закончил войны в мире. Один из конгрессменов уже официально подал его в там, Нобелевские лауреаты. Там, другой, правда, на импичмент подал, потому что по Ирану бил без Конгресса, вроде как повод для импичмента. Ну, это как бы тоже такое дело. Да? Ну, то есть, он закончил войны. Все. Украина – это не его дело. Украина в стороне, Украина по боку, Украина, сейчас он поедет пофанфарониться там по поводу НАТО, но ему задача тут уже Украина ни при чем, он Европу будет окучивать и пытаться ее оседлать. А Украины как бы нет, представляете? Был еще интересный эпизод там по поводу Путина, потому что там Путин, он поделился, что Путин там звонил мне, говорит, помогу тебе с Ираном, тут говорит, помоги мне с собой. В общем, по поводу Украины, в общем, отмел якобы вот предложение помощи Путин. Но все прекрасно понимают, что визит в Кремль министра иностранных дел Ирана, это тоже знаковая история, не просто так. Потому что всем сторонам сейчас очень выгодно вот это положение дел. Но мы же приходим к пониманию других моментов. А почему в Украине невыгодно заканчивать? То есть в Иране заканчивать и Израиле, да, вот выгодно, а тут невыгодно. Потому что тут, получается, тратятся деньги свои, а там тратятся не совсем свои. Другой источник финансирования, другая кормушка, кормовая база у войны. Поэтому тут продолжается жесть. А вот на Ближнем Востоке быстренько надо закончить все как бы. Причем, заметьте, никакого нет соглашения. Переговоры по ядерной программе будут продолжаться. Все будет продолжаться. Иран говорит, у нас все есть, мы там существенного урона не понесли. Мы все подготовились, мы вывезли, у нас есть там припрятано, все нормально, будем дальше развивать свою мирную атомную программу. Америка тоже как бы не против мирной атомной программы, но по другим правилам, другим условиям, чтобы сами не вырабатывали уран. Рубио сегодня, тоже как бы подтвердил, да, там лидерство Трампа, едем в Европу, все, уже переключается Рубио на Европу. А Трамп говорит, а мы претензий к Хаминеи не имеем. Знаете почему? Потому что если поменять режим аятолл, то будет еще больший хаос. И как-то кольнуло в сердце, знаете, кольнуло таким острым чем-то. Как-то больно стало за наследного принца Пехлеви, вот этого шаха, да,
который там 2 раза обращался к нации, предлагал всем свергать аятоллу, менять власть. И Биби о нем забыл, и Трамп о нем забыл. Короче, этот принц расстроился, наверное, там накатил, всплакнул и отписался, как там пытливые наблюдатели за его страничкой отметили, и от Трампа, и от Нетаньяху. Все, этот проект закрыт. Смена режима, война с режимом, да даже ядерная угроза не угроза. Вот они ударили, сказали все, всем объявили, что все. А там где-то в своих подвалах там чего-то делайте, ну только так, чтобы мы потом поговорим еще. Трампу нужна была эта победа. Он ее выгрыз, он ее фактически и заполучил. Украина теперь, получается, война мешает. Но это же у нас принято считать, что тут Америка, как пристегнута, да? Америка пристегнута. На самом деле, Америка и по поводу ее помощи это слишком все туто, достаточно туто. Кстати, вот по поводу помощи, очень увлекательно, я бы сказал, вообще, как это все выглядит. Раз уж заговорили, давайте, сегодня очень интересная инфографика пришла. Давайте, чтобы всем было вот видно. Вот таким вот образом я покажу, как говорится, пожертвуя своей физиономией. Украина получила только 73% помощи, которую ожидала. Или которую утвердила. Значит, есть график прям, значит, общая помощь 436 миллиардов в гривнях. Да, 316 получили, 119 нет. Из них финансовая помощь. 143 получили, 61, почти 62 не получили. 50,5 не получили военной помощи, 151 получили. И гуманитарка 22 получили, да, и 7,3 не получили. То есть это, чтобы все понимали, вот по поводу вот этих всех, скажем так, нам помогают всем миром. Причем вот эта помощь в процентном соотношении. Вы же понимаете, что это недостаточная история. Вроде как, сейчас поехали в Европу, в Гаагу, все так выступили, сказали, Украине закроют год, дадут 40 миллиардов долларов, все нормально. Там 35, плюс еще отдельные пакеты, все хорошо. Но так как они дают? Во-первых, это кредиты. Кредиты это, во-первых, транши. Транши это время. Плюс часть как-то испаряется по пути. Плюс еще какая-то вот... То есть, смотрите, это вот фактаж сегодняшний. Мы дальше будем возвращаться к этим цифрам. То есть, примерно понятно. Четверть, да, даже чуть больше четверти, это можно сразу не считать. Это пропадает где-то, не доходит вообще. То есть, из тех обещанных цифр четверть минусуем сразу. Держим это в уме и пошли дальше в Украину. В Украине на самом деле тяжелейший день с точки зрения обстрела Днепра. Днепр накрыли там несколькими ударами. Удары пришлись точно, но размещение по большей части точно, но размещение возле детских садов, школ, поликлиники, определенных вот этих целей, которые были поражены или не были поражены, мы не знаем, потому что как раз цели там никто не показывает, да, но по которым били в том районе, да, повыносило окна, пострадало много людей, 170 раненых человек, ужас какой, 16 все-таки пока, 16 погибших, завтра траур в городе Днепр по этому поводу, и действительно соболезнования всем, кто пострадал, всем, кто погиб, тут без всякого. Да? Много сразу возникло вопросов к ПВО. Так а что это такое? То есть, смотрите, не к размещению, там, никуда что прилетело, потому что это уголовная статья, нельзя говорить кто, где, что. Но к ПВО вопросы можно задавать? А где же это ПВО? А почему так получается, что ПВО, которое самое мощное, потужное в мире, отключается, когда Зеленский выезжает из страны на какие-то встречи? То есть люди уже открыто задают эти вопросы в соцсетях, они уже ничего не стесняются. Если раньше там ты, задавая такой вопрос, рисковал стать анкетом Кремля, сейчас это нормальный вопрос.
все, включая днепрян, а я знаю многих, кто живет в Днепре, причем те, которые там переехали с востока страны, которые там еще на востоке страны, когда жил, знал, те, которые там местные из Днепра, их немного, ну, тоже знаю, они все уже как бы открыто говорят, подождите, а как так? То есть, понятно, там скоростные цели, били там баллистикой, понятно, что там ну, перехватывали же, ну а где? А где оповещение, где разведка, где это все? Где ПВО? И почему оно работает так, как работает? Почему так получается, что цели поражаются? Причем были там эти цели, не были там эти цели. Задача была там отработать по предприятию. Задача была отработать там по фабрике, заводу, по какому-то объекту. И эта отработка ее позволяют делать. Ровно тогда, когда Зеленский где-то, и у него картинка просто феноменальная. Слезы, боль, страдания на родине и аплодисменты там в парламентах мира или на каких-то встречах. Или там какие-то, не знаю, объятия там Макрона, который его тоже сегодня обнимал. В общем, вот так получается. Отдельно, да, всех переколотил, всех ошарашил, всех по-настоящему, ну так, ну все обалдели, да, это поезд. Поезд, который попал тоже под обстрел, поезд, который вот разворотило ударом. Сначала все снимали вот примерно вот эти кадры, которые я показал. То есть, и даже все поразились, даже когда вот железная дорога, вагоны, и там заблюривали выше вагонов. Подождите, а что вы заблюриваете? Ну, понятное дело, что это поезд, да, там какой-то там 180 какой-то километр. Понятно, что это Днепр. Через Днепр идет на Запорожье, ну, по железным путям так. Хотя мне там вот, шелест, посмотри на карту. Ребята, ну, если вы не знаете логистики, это, ну зачем вы такое пишете? А где у нас еще Днепр можно пересечь? В Днепре, понимаете, по ЖД путям. И поэтому вот так вот и через Днепр в Запорожье из Одессы шел этот поезд. Вроде там будут цеплять эти вагоны, ну, прицепили, отправили людей, которым, ну, по большинстве своем там все до Днепра вышли и пошли в метро, там как-то худо-бедно кому помощь оказала, медицинская какая-то служба. Ну, не было массовой какой-то операции спасения, там еще что-то, но картинка была яркая. Вот эти матрасы в плацкарте раскуроченные, вот это все. То есть ей было что предъявить. К счастью, там не было трупов, ну, то убитых вот на этом объекте не было. Но картинка была мощная, поэтому ее сейчас все как бы используют. Вот, в принципе, рассказ по делу. А что вообще произошло? Как это все было? Поезд ехал, там был такой поворот, и он проезжал через промзону. И прилет был по промышленному объекту, по предприятию. А там просто рядом железная дорога. И так совпало, что поезд как раз там был в это время там. Метров 100 эпицентр взрыва, а там завод. Ну, пассажирские в таком стані всі вагони. Повибиваті вікна. Выбитые окна, рассказывает, метров 100 от эпицентра взрыва. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как, ну, давайте тоже прикидывать, вроде как недалеко, но не сказать, что это прям вот попало, вот туда попало. Но, то есть, какой мощный был взрыв, да, от ракеты, и, ну, опять-таки, что там было, тоже непонятно. Помогло ли, условно, усилить эту волну, то, что находилось там, пока не ясно. 14 вагонов пострадало в этом поезде. Осколками ранило пасажира, пошкоджений локомотив. Габарит є, лишилось. Провода підв'язали, напруги нема, будемо тепловозом забирати пасажирський. А от там далі, воно видно, там якраз працювали ПМС. Теж в вагоні вибили вікна, і осколочне ранення від скла. Получили поранення люди теж. То есть вот такой рассказ. То есть никто не бил по поезду. А получилось просто так, что во время удара там, там поезд. Понимаете?
Централизованной оказанной помощи было минимально, там только то, что есть. Люди вообще помогали себе сами, по большей части. Кто там добрался на вокзал, до вокзала непосредственно, там, да, там какой-то там аптечки. Ну, не было серьезных повреждений, конечно, там посеченная там, травмы, осколочная, там где-то кровь пошла у кого-то после того, как со стеклом, да, вот это все. Но, слава богу, плюс-минус все обошлось, именно вот нет этого. Сейчас рисуют, конечно, картинки умопомрачительные. Ну, например, там вываленные окна в детском садике в одной из групп, да, и поезд. Вот два таких момента, и, соответственно, пишут Днепр 24.06.25, там страдания, скорбь, во всех сторис это сейчас расходится. Но именно там погибших не было, погибшие были в другом месте. Почему я сконцентрировал ваше внимание на силе удара? А он был достаточно мощный, вот такой. Ну, у меня окна потрескались, ребята. То есть, это вот непосредственно рядом. Мы видим, это тоже какая-то окраина. Этот ли это был удар или нет, это сказать сложно. Там было несколько целей. Но удар мощнейший. И судя по тому, что, ну, тут не 100 метров, тут больше до эпицентра удара однозначно. Там метров 500 железно, мне так кажется, по прямой, до непосредственно прилета. И у женщины в машине треснуло стекло от этой взрывной волны. Ну, то есть, судя по всему, если вот на таком расстоянии трещит стекло, то, ну, видимо, куда-то попали. Что-то действительно должно было усиливать вот этот удар. Вот так вот. С другого ракурса это выглядит... Хуеть, только что, пизда. То есть мы понимаем, как большой гриб и мощнейший пожар. 11.05. Мужчина. Ну, материться, не будем его показывать, что он комментирует, он в шоке, конечно. Он видел дорогу, тоже мы видим вот эти линии электропередач. В общем, ужас, что происходило в Днепре. И, ну вот, на самом деле, такая ярчайшая картинка противопоставления, там, интервью Ермака, интервью Зеленского, которое тоже распространили, где он говорит, что я, конечно, может, не лучший, лучшим быть президентом, ну как это лучшим, всегда найдется кто-то лучше, но я опытный, поэтому надо, чтобы я был до конца войны. Изменилось время. Да, там русские нехорошие люди, гады и так далее, и так далее. Это они стреляли, это вот из-за них вот эта вся беда. Но с течением времени все понимают, так а что ты сделал? Вот многие спрашивают, там, когда там украинцы опомнятся, там, или там, раньше спрашивали, когда россияне опомнятся, да, то есть по поводу этой войны. Вопрос в другом. Со временем и с течением, ну, когда становится, просто шкура грубее становится к этим всем трагедиям и прилетам и ужасам. Ну, потому что их череда. Смотрите, раз ракета снесло дом, да, в Киеве, Безуглая пишет, панелька, не прячьтесь панельки, там они складываются, панельки. Только где быть, если ты в панельке живешь? То есть тоже какой-то идиотизм. Там сколько там жилого фонда? 70%, 80% это панельки. Говорит, вот, панельки. Особенно мне тоже нравится, уезжайте в какие-то другие места. Далеко ты уедешь. Если ты здесь живешь, ты здесь работаешь, живешь в панельке, работаешь-то там-то, там-то, слава богу, не хватает тебе ТЦК, поехал в другую область, там тебе с другой области лихо свои там местные или там областные лапти склеют тебе, порвут твою бронь, твой военный билет и отправят. То есть, ну, куда уезжаете? То есть, советы такие какие-то, все как-то не впопад, все делают вид, что они как-то соучастливы, но путнего никто ничего не может сказать. Понимаете? И вот поэтому рождается просто вот этот шум дурацкий. Но, когда кожа грубеет, начинаются правильные вопросы, конкретные вопросы. А что это было? А почему оно здесь стоит? А если оно здесь стоит, почему это не прикрывается? А что вообще вы прикрываете ПВО? Что-то вот такое военное, суперважное, то, что там дорогое, какой-нибудь там комплекс или какую-нибудь там снарягу, переданную за большие деньги с двойной, может,
полуторной, двойной, тройной наценкой, или вы защищаете ПВО там людей, которые, ну, видят, что как бы ПВО защищает все меньше людей, а защищает что-то ценное в военном смысле. Получается, ты защищаешь что-то ценное, там сбиваешь, отбиваешь, отражаешь, не попадаешь, промахиваешься, не сбиваешь или размещаешь это ценное возле людей, объектов, а потом показываешь, ох, смотрите, жертвы. И очень красиво все выглядит в Европе. Я вот передавал привет в Кривой Рог во время игры в города. Солнечный, говорит, Кривой Рог, но вот сегодня приходят оттуда вот такие кадры. Очень знаковые. Очень знаковые. Сильный ветер, видите там, ну это стандартное положение воздуха в Кривом Роге. Ну и вот так, собственно, сорвало флаг. Нет, бывает со всеми флагами, бывает все. Но в этом, например, Кривой Рог, Днепр, это рядом. Тем более Кривой Рог тоже пострадал от подобных ударов. В этом есть смысл человеческого украинского терпения. Терпение к тому, что происходит. Терпение обрывается. Уже ставшее там с толстой шкурой, с таким опаленным сердцем, горем в том числе, закошмаренным, будучи в образе жизни, в этих тревогах, в этом всем, ты начинаешь задавать тогда правильные вопросы. А почему? А как? Хорошо, мы потужные, мы классные, с нами там вся Европа, ну пускай не весь мир уже, США забили болт, но с нами там НАТО, с нами вот эти союзники. А почему тогда вот так? А что мы прикрываем? То есть много вопросов возникает. Но эти вопросы, они немножко гасятся другим шумом. Шумом аплодисментов. И вот так интересно, а чему они хлопают вот сейчас? Ну, смотрите, я очень уважаю разные традиции. Есть традиция, когда известный человек, актер, преимущественно актер, ну или какой-то там, да, его кладут в гроб, провожают в последний путь. И ему звучат аплодисменты. И это, это дань уважения, потому что этот человек всю жизнь работал на аплодисменты. Он актер, я помню там, причем это и в провинции, и на таком большом уровне известные артисты, да, которые там умирают такие в возрасте уже там советские, которые служат в театрах, да, и в провинциях точно так же люди, которые служат в театрах. Это вот такая дань, да, дань уважения. А вот сейчас вот в чем смысл аплодисментов? Понимаете, насколько все меняется? Идет 4-й год войны. Одно дело, что там в 22-м ему аплодировали, как ничего себе, вот это да, вот это стойко, как тяжело. Так а сейчас? А в чем смысл аплодисментов? В том, что 25% помощи недополучила Украина? Может, получила, где-то что-то как-то, а может, из того, что получила, аж сколько отмыто, а сколько перелито. Хорошо. Но это уже 4-й год. Это аплодисменты на 4-м году. Где это происходит? Это парламент Нидерландов. Значит, чтобы вы понимали, весь рагулизм сообщений, значит, смотрите, когда что-то происходит, что-то происходит, обычно везде какие-то мероприятия приурочены к чему-то. Например, заседание нидерландского парламента. Понятно, что у них там саммит НАТО, и они тоже к этому приурочили. И это типа как мероприятие в рамках саммита НАТО считается. Хотя к НАТО это все не имеет никакого отношения. Непосредственно к НАТО. Но вроде как в рамках, поэтому пожалуйста, Зеленский, аплодисменты.
Слушайте, он не находит, сюда садится, нет, да, нет, да постой, еще мы тебе похлопаем, еще похлопаем тебе. Так это я в ускорке еще делаю, то есть вы понимаете, насколько, да, это все массивно. Он кайфует, он стесняясь садится. Вот это смотрите, как оп, оп, сразу ищет. Смотрите, темнокожая работница, сотрудница, заботливо, вот так вот прям по-матерински пододвигает ему стульчик. Это мечта всей жизни. Ну и потом начинается вот это вот, да, когда все сидятся, микрофоны включены, оно все тарахтит, шумит, ну все так в духе там Советского Союза, да, вот это политбюро, да, все начинают мяться там чего-то где-то. Но вы понимаете, какой завтра траур в Днепре? 16 погибших, ну это по состоянию на сейчас. 170 человек ранили. Поезд разворотило, люди просто ехали с морюшка в Одессу, да. А куда им еще поехать? Конечно, в Одессу, хоть куда, хоть какая там область где-то там. И то опасно, понимаете? И вот они не доехали до Запорожья, ну или там до Днепра, до самого вокзала. Но как бы аплодисменты. Чему аплодировать? Аплодировать сегодня можно Трампу, который все закончил, потом ему показали, что не-не-не, подождите, мы тут еще пульнем. Он гаркнул, сказал, нет, все. И вот, понимаете, как меняется ситуация? Получается, пока Трамп, ведь об этом никто не говорит. Все говорят, что война в Украине, война Байдена. Но пока Трамп, он уже теперь не может допустить возобновления войны Израиля и Ирана. Ну вот в том формате, в котором вот есть. И сейчас многие говорят, ой, это такая пауза, подождут 3 года. Да, подождут. Ну, после срока Трампа. То есть, помирив сейчас их, вот так сделав, ну и дальше там развел он стороны, для него теперь очень болезненно будет начинать снова войну с Ираном, и чтобы началась израильско-иранская война. То есть, как бы, израильтяне не идиоты, иранцы тоже не идиоты. Они уж победили Америку, подняли свою там 6 ракет, и Америка такая испугалась над базами. Правда, Трамп рассказал, что всех победили и всех предупредили, то есть они все чуть ли не траекторию ракет знали, сколько полетит и куда. И быстренько всех сбили, и вот красивый Катар отчитался, что вот мы тут, наше ПВО защитило американскую базу. То есть все выиграли этой ситуации. И если кто-то сейчас начнет срывать, то Трамп тогда уже этого не может себе позволить. Хотя мы знаем, что Трамп сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра 5-е, потом 10-е. Но вот фундаментально это очень важное событие сегодняшнее. Посмотрим, насколько этот срыв будет. Если он сорвется, вот тогда уже, ну, скажем так, он может бить и по одной, и по второй стороне. А в Украине как? В Украине никак. В Украине абсолютно. В Украине вот аплодисменты, видите, в парламенте в рамках Гааги, НАТО. А премьер-министр Нидерландов вообще говорит, будет потужно, помощь необикновенну окажуть. Так, я сподіваюся, що на цьому саміті та навколо нього буде чітко видно, що ми повністю підтримуємо Україну фінансово, економічно та військово. І що будуть також оголошення про нашу підтримку України, як і згадав Генсек на відкритті публічного форуму. Також наш міністр оборони сказав про це сьогодні вранці в ранковому ефірі. Гадаю, пізніше ми зробимо більшу заяву саме про дрони та ракети ППО, бо це важливо. Безпека України важлива не лише для неї, а й для Європи, і тому для НАТО. Дякую. До побачення. До побачення. Да, спасибо, до свидания. Ну, он с ним очень долго ручкался, и премьер Нидерландов, тут это был первый, да, с потужными новостями. Второй стала Урсула, которая говорит, что мы готовим 150 миллиардов программу перевооружения. И Зеленский уже выступая, говорит об этих 150 миллиардах, мол, давайте мы готовы осваивать, мы готовы открывать производство. Британцы говорят, что
давайте на территории Британии украинские дроны собирать. Территория Британии, украинские дроны. Короче, идет вопрос про баблишко, которое будут распиливать усердно. 150 миллиардов выделят, типа для Европы. Зеленский хочет там быть со своими предприятиями, своими дронами. Он даже как вот как прораб, он даже норму час говорит. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 мільйонів дронів кожен на рік різного типу. Але 8 миллионов дронов в год разного типа. Надо просто вдуматься в эти цифры. 8 миллионов в год. Понимаете? Дронов. То есть, все же просто. Все же, все же математика. Давайте разделим на 12. И тут получается 666 666 дронов в месяц. Чертовщина какая-то. То есть, вы понимаете, то есть, вот не верь после этого во всякие там нумерологические штуки. 666 666 в месяц. И с вот такими цифрами они оперируют. Дронов разных типов. То есть, можно это попробовать разделить там на 30. Давайте на 30, не на 31. То есть в день 22 222 дрона. То есть объемы. Это мы можем это делать, говорит Зеленский. Это где? На этих предприятиях, которые понад железной дорогой лупит Россия баллистикой. Задача забрать деньги. Поехать за деньгами. Смерти, обстрелы, ужасы – это фон. Деньги. Деньги, производство, потужность. Вот его главная задача. у нас є фінансування на значно меншу кількість. А финансирование у нас есть, конечно, на значительно меньшее количество. Что говорит он вообще о мире? О войне? Что вообще думает Зеленский? Как заканчивать? Почему тебе надо 666 666 дронов в месяц производить, и ты просишь на это финансирование? Вот такая у тебя мощность есть, а тебе не дают деньги. Он говорит, Путин не хочет заканчивать войну. То есть мы можем 8 миллионов дронов в год производить, а Путин войну не хочет заканчивать. Странно, нет логики, нет связи с этим, правда? У цій програмі це означає, що забезпечення безпеки – це наша спільна справа. По-друге, довготривала стійкість нашої країни. Нема ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від Сполучених Штатів. Смотрите, вот это на самом деле тут мы все привыкли, что у нас это фоном идет, да? Вот это все. А это вот лапша, которая наматывается на ухо там крутыми там вот этими, круто несколько слоев. Путин не хочет окончания войны и отметает все предложения. Подумаем, какие предложения отмел Путин? Безусловного прекращения огня. Так безусловное прекращение огня не является окончанием войны. Нет, это, конечно же, рассказывают нам, что это первый шаг, а потом включится дипломатия, и мы будем дипломатическим путем возвращать границы 91 года. То есть, смотрите, что отмел Путин? Даже прекращение огня рассмотрено российской стороной. Выдвинуты, условия. Хотите длинное прекращение огня? Давайте, все там четенько по пунктам. Да, вот. Сделайте шаги какие-то. Там вписано законодательство про ущемление прав церкви. Как-то
Покажите, что вы готовы работать с первопричинами, и на это вам нужно время. Причем речи во время прекращения огня о там, отступлении за пределы определенных областей, вписанных в Конституцию Российской Федерации, нет. То есть все замораживается по текущей линии, но вы делаете работу, которая потом приводит уже к каким-то дальнейшим договоренностям. Но в рамках длинного прекращения огня. То есть мы можем 8 миллионов дронов сделать, а Путин не хочет окончания войны и все отметает. В том числе, что предлагают Соединенные Штаты, подчеркивает Зеленский. А что предложили Соединенные Штаты? Соединенные Штаты предложили остановиться где есть и как есть. Все. Ну тогда возникает вопрос, так как кто на что готов? Украина и Зеленский говорит, что то, что мы готовы остановиться, это уже типа уступка от нас. Ну не останавливайтесь. Все вот идет, как идет на фронте. Не останавливайтесь. В тылу все идет, как идет. Можно не останавливаться. Не нужны эти уступки. Как в борьбе с компромиссом, к компромиссу, да. Ну, очень уж интересно. Просто, когда вам это постоянно говорят, это же тоже эффект забалтывания. Путин не хочет остановки войны, он отметает все предложения. Так а реальное предложение есть, давайте их рассмотрим. Вот мы с вами пытаемся рассматривать. Путін думає лише про війну. Це факт. Можливо, він пов'язує свою власне політичне виживання з його Политическое выживание с войной связывает, внимание, Путин, который во время войны переизбрался, но он же не выживет. И Зеленский, которого Ермак рядит на второй срок, говорит, самый демократический президент, и который рассуждает о том, что он, конечно, может не лучший, но опытный президент. То есть, давайте еще раз, еще одна кастрюля на голову. То есть, Зеленский, ему ничего политически не угрожает. Ни с войной, ни без войны. Вот, вдумайтесь, Зеленскому ничего не угрожает. То есть, хоть война, и наоборот, он хочет все остановить. И вот закончится война, у него нет политически выживать смысла, он живет, все нормально. А Путин, если остановит войну, у него вопрос политического выживания. То есть, иногда просто надо вдумываться в слова, которые он произносит. здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває, тим довше він буде жити. І наша розвідка Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить. О как! Ну и разведка. Это феноменально. Слушайте, это вообще какой-то цирк. С Будановым встречались, говорит, Россия готовит атаки на страны НАТО. Объекты страны НАТО, в общем, на НАТО. Позавчера. Вчера, сегодня интервью Sky News. Россия не сможет напасть на НАТО в ближайшее время, там несколько месяцев, потому что они типа все заняты в Украине, обескровлены и так далее. Вот смотрите, как мы их сдерживаем. Не сможем. Так и если не сможет, ну давай заканчивать, что уж. А что-то мы щит Европы. А чего мы тогда щит, если Россия не собирается, не может нападать на НАТО? Ну, тоже такой нарративный обман. Ну, хорошо, опустим, отставим в сторону. Так это вот сначала нападает, потом в Sky News не нападает, а сейчас, блин, опять нападает. Ох уж это Россия с ее Путиным и политическим выживанием. це підтверджує. Росія планує нові військові операції на території НАТО. Россия планирует новые военные операции на территории НАТО. Какие старые, я уже задавал этот вопрос в воскресном шуме. То есть это вот четко они взяли эту историю и гонят. Не, ну там шпиль, там какие-то взрывы каких-то складов. Вот это, наверное, имеется в виду. Ну, какие-то диверсии, там, наверное, вот эти, да, вот в Чехии там было что-то, да, русских обвинили сразу. То есть
но что-то новенькое. Вот что-то новенькое готовит Россия. То есть, вот вы понимаете, да? Вот такая вот история. Тем временем, очень интересно, ну, это такой момент, я считаю, принципиально важный. Значит, Трамп прибыл на саммит НАТО, значит, спустился по трапу с самолета, вот. Так, спустился по трапу с самолета, и вот там, долго разговаривая с принимающей стороной, уселся и ушел, так сказать. Уехал в закат. Сегодняшний, значит, его этот визит, он очень и очень важен, прежде всего для европейцев, в контексте как раз-таки вот этой истории с Ираном. Более того, Трамп почему вот это все сделал? Все думали, что он сделал, ну, скажем так, какой-то определенный ход, да. Но это он утер нос европейцам. Европа вообще не удел. И он показал европейцам. Вот смотрите, здесь занимаюсь я и побомбил, я и там пригрозил, и матюкнулся, и все на свете. Но вот это я. А вы давайте с Украиной сделайте нечто подобное. Ну, хотя бы попробуйте. Не получается. В Украине не получается. В Украине другая история. В Украине, с одной стороны, ты вроде как, ну, то есть защищаешь регионы, и вот действительно в Днепре сегодня очень серьезная атака была, там, безусловно, там 170 раненых, там 17 погибших. Но вот, например, 3 погибших под Сумами ночью от тяжелейшего прилета по частному сектору. Это для этого маленького населенного пункта, вот рядышком с Сумами, это прям действительно трагедия. В Украине другая история, другой стиль, что ли. То есть Трамп говорит, смотри, я так разрешил проблему. Европейцы сидят, мнутся, там, смотрят на украинцев. А украинцы тоже так вот это вот все мнутся и не могут ничего решить. Вот это Путин не хочет останавливать войну, Путин такой, там, он все отбрасывает. Это Зеленский. Вот мы же следим за Зеленским, какой у него стиль управления. А это все опускается ниже, 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 ниже. С элементами шоу, видосиков, Сумы, тяжелейший прилет. Губернатор на месте. Шановна громада, ворог продовжує свої дії щодо знищення цивільного населення і війни фактично проти нашої цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Значит, ночь. Он себя снимает на телефон. Себяшка такая. Да, вот это вот. Себяшка. Раз. И такой. А сзади у него полыхает хаты. То есть, да. Враг продолжает обстреливать инфраструктуры. Ему надо для отчета. Зеленскому надо для отчета. Ему надо для отчета. Они все отчитываются наверх. Они говорят, смотрите, ну вот построили мы завод, вы выделили денег, спасибо вам. Вот мы готовы 8 миллионов дронов. Ой, завода не стало, прилетело. Враг обстреливает нас. Ну, сейчас тоже там вот. Все, враг обстреливает. Это Григоров. Буквально щойно 30 хвилин тому ворог завдав удару по одному з населених пунктів. Наразі маємо інформацію про 3 загиблих. Серед них 1 дитина. Це хлопчик 8 років, чоловік і жінка. Ми співчуття сім'ям і близьким загиблих. Слушай, ты с такими співчуттями, ну, то есть он примчал сразу на место. Он себя снимает на фоне, ну там что, это там они догорают, что ли, вот эти мужчина, женщина и мальчик, а он это вот снимает, это, співчуття. Или их достали уже. Так а что горит? Полчаса. Это стиль управления.
чуть-чуть картавенький такой стиль управления. Чуть-чуть вот это вот все, чтобы видно было, человек работает. Что ты делал сегодня? Вот я съездил через пол. А ты там нужен вообще? Нужен, как же, с Півчуття. Сумская область. Сумская. Вот это вот пишет этот же персонаж, которого мы видели, который ночью примчался на догорающие обломки. Внимание, Сумщина. Важная информация по поводу эвакуации. Если там огласили эвакуацию, всех неуклонно, неукоснительно придерживаться указаний представителей местной власти, безопасности сил, спасателей. Самовольные действия могут угрозу нести для жизни и осложнения эвакуационных мероприятий. Ну, вот это вот обращение. Вот кто что понял с этого текста? Ну, типа, огласили эвакуацию, все, слушайся, придут и давай. Ну, окей. Но он тут напоминает, что нужно маршрутов определенных придерживаться и слушать официальные сообщения. А еще помогать людям, которые нуждаются в помощи. Ну, это понятно, если там кто-то тяжело ходит и так далее. Но тут, смотрите, это все пресное объявление, почему я как бы его выношу здесь в шум и о чем я предлагаю пошуметь. Он пишет: в связи с участившимися случаями мародерства в зонах боевых действий, настоятельно рекомендуем забирать с собой все ценные вещи, документы, деньги, бытовую технику, электронику и другое, другое имущество, которое может заинтересовать мародеров. Спасибо за бдительность и взаимопонимание. Вместе мы сильнее. Ребята, о каких мародерах идет речь? Ну вот. То есть он сейчас говорит не о передке. Он говорит, а мы разбирали, я помню, Сумскую область, я это демонстрировал в шуме, о зонах там 5, 10, 15, по-моему, нет, может и 15, 15, наверное. Ну там 15 так-сяк. Ну, в общем, 5-10 километров плюс 15. Ну, вот в этой зоне. Здесь украинская власть, здесь украинский правопорядок, здесь украинцы, которые тоже должны эвакуироваться. Но, говорит, забирайте все, что может заинтересовать мародеров. Так, подождите. Так, а вы же военно-гражданская администрация. Так, а как же, подожди, о ком он говорит? О военнослужащих ВСУ, которые мародеры? Ну, так тогда, если это он на это намекает, тогда вообще там зеркало друг друга. Там вот военной полиции в Курской области погиб при исполнении, тоже там мародеров защищал, дома в России. Сейчас фамилия вылетела, то есть совсем недавно, вчера, позавчера. Так а там какие мародеры? ВСУ нет. А здесь тогда какие мародеры? То есть это о военных. Потому что гражданский там просто так околачиваться, потому что, я мародер, поеду за 5 километров до линии фронта и там хаты повыношу. Я там варье какое-то. Таких дурных нет. Везде блокпосты, туда-то не доедешь, не проберешься, там сложно. Ну и вообще, то есть это или местные, или военные, которые там. И вообще, какие мародеры, когда идет организованная эвакуация населенного пункта. 1, 2, 3. Это кто там могут быть мародеры? Нечто подобное в 2014 году было, в 2014-2015 не было. На Донбассе. Мародеры. Так и кто они? Кто эти люди? Кто, получается, тебе взламывают квартиры, выносит все ценное? Враг, наверное. Да нет, враг еще не дошел, еще там километров 10. А потом вместе с мусорами вывозит на каких-то, скажем так, фурах или отправляет, тогда это в 2014-2015 году, новой почтой отправляет. Да? Даже с бойлеров не сливали воду с машинок, с бойлеров, просто брали новую почту, там деньги, все, отправляют туда на запад.
То есть о каких он мародерах говорит? К чему он? То есть Сумская область, мародеры, там же бои. С другой стороны, нам же, опять-таки, не вяжется. Нам же говорят, что Андреевку отбили. Противник остановлен по там Кондратьевка, вот это вот, по этой линии. Все, никто никуда не идет. Людей эвакуируют. А кто мародеры? Напишите, что думаете в комментариях. Но это просто какой-то абсерд уважаемого Григорьева. Хотя он должен обязательно приехать за полчаса, снимать, как догорает мужчина, женщина и ребенок 8-летний. Вот там за спиной. Видите, светится, дым идет. Это вот там они... Может, мародерами надо заняться? А так, получается, он призывает не бороться с мародерством, а призывает забирать ценные вещи. Вот тебя эвакуируют, пройдись по дому, посмотри, прикинь. Что там? Что там? Что может заинтересовать мародера? Все с собой забирай. Вот такой стиль управления. Это мы все о стиле управления. Ну, о том, как все хорошо на линии фронта, наверное, все знают. Сырский говорит, будем наступать. Будут наступления, почему бы и нет, почему бы и не понаступать, как говорится. Корпусная система позволяет, он так, собственно, всем и сказал. Правда, вот сегодня Новомихайловку оккупировали, понимаете? Это официально, ну как неофициально, это Deep State, это аналитики. Вот Новомихайловка, вот, пожалуйста, граница. Так интересно, наверное, следующий будет Новый мир. Но это, правда, уже другая область, да? Это вот на стыке, вы видите, Донецкой и Харьковской области. Боровая здесь, Оскол течет. Новомихайловка оккупирована, вот она. И Радьковка, продвижение. Это тоже, вот мы видим, Кондрашовка. То есть здесь у нас нет огибания Купянска до Московки еще на картах Deep State. Хотя передают, что есть бои вот здесь, в Московке. Ну а здесь продвинулись от Голубовки к Радьковке. И здесь к Кондрашовке. Видите, как серая зона, они тут сидят. Ну, это по версии карты Deep State. На самом деле есть такое ощущение, что клин вот сюда тянется, вот так. То есть это вот закрывают, прикрывают уже козырек над Купянском своеобразный. Грековка, тоже продвижение. Это вот, это все Харьковская вот область, ну, это вообще Донецкая, ну, там Харьковская, имеется в виду вот здесь вот, на этом театре военных действий, да. То есть здесь тоже подчищают, выходят на границы, конкретно там Харьковской области, и пойдут к Осколу. Вот, потому что четко здесь видно направление движения к Осколу, к Изюму. То есть к Изюму все как-то, знаете, а что у нас на фронте? А, все хорошо, враг остановлен. Вот просто прям берем до названия Изюм, 34 километра. До названия. Населенный пункт, ну, вот это уже Изюм, вот мы видим. Да, то есть вот такой Изюм. Ну вот, до Оскола остается недолго. Вот. 16 километров. То есть, вы понимаете? Конкретно идет удар по Изюму. Зачем? Чтобы закрывать, как вот здесь козырек делают здесь делают козырек над Славянском, Краматорском. Фронт на самом деле это приближается. Вот вам и Грековка. Ну вот, пожалуйста, Нелиповка. Тоже продвижение. Здесь вот это щетка, которую я вам рассказывал. Здесь фиксируется тоже продвижение. Вот здесь Катериновка, Клебан-Бык, Пищеевка, Плещеевка и Иван-Поле. То есть Константиновка. Вот дорога, вот агломерация сюда движется. Продвижение в Новоторецком. Вот оно здесь. Мы видим, это уже другое направление, выше Покровска, вот здесь закрывается еще один, так сказать, заход во фланг. Голубовка, ну это тоже возле Радьковки, это Оскол. И Леонидовцы.
Леонидовцы — это вообще замечательный населенный пункт, который ознаменует работу уже, да, вот по этому котлу, который до сих пор еще каким-то чудом не закрашен в картах Deep State, потому что там держат оборону. То есть вот такая ситуация у нас на фронте. А в тылу все нормально. В тылу срачи. В тылу Марьяна Безуглая теперь, как официально заявили, там, военные определенные, да, со справкой, у нее там форма аутизма, ну, собирает Тарас Тополя на психиатра Марьяне Безуглой. Представляете, как интересно всем. Ему разворотила квартиру, Марьяна Безуглая говорит, это карма, мол, ты ряженый военный, надо нормально служить. Фортеця Бахмут, там эти все там концерты в Ялте. А он говорит, давайте соберем на психиатра Марьяне Безуглой. И там уже что-то даже собрали. Вот там, цель миллион. Миллион. Певец и лидер группы «Антитела». Единственная группа, которая снимался до президентства Зеленский. Он там фильм выпускали, он снимался в клипе «Антител». То есть вот такая. В тылу мавосрач, ну то есть в тылу имеется в виду языковые вопросы. Алхим опять порвала. Говорит, сколько можно, какие сердючки, какие языки, какой там языковой вопрос. Вы посмотрите, что в стране происходит, как вы достали. Ну, в общем, ругается. Даже показать не могу, потому что отборным матом это все, потирая руки, скачивают, выставляют в пабликах. Смотрите, дурочка, она же вот только что-то извинялась, только со всеми мирилась. Да как с этим можно мириться? Когда выходит там Ницой, говорит, надо всех на детских площадках строить и говорить на украинском надо. Нормально, все отвлекаются на это. Ну вот, без угла, еще что-то. Ну и, к сожалению, уже все привыкли к принудительной мобилизации. Ужас, какие душераздирающие крики, это ровно. Ровно. То есть бабы кричат, мужика он ведут. Все как бы... Я помню, мне бабушка рассказывала, как она... Ну, ребенок войны, да, вот это, как это все видела, как она это все помнила. Вот так примерно, в принципе, Великую Отечественную было. А що трапилось? Я тут знаю, скрутили. На гарячу лінію позвоніть, номер машини, це є скільки. У мене відео є. А що трапилось? Просто так? Каже, що в розшуку, не пов'язки, нічого не було. Ничего не объясняя, что случилось, ну, это как у Ильфа и Петрова. Я свидетель, что случилось. А что произошло? Они снимают номер машины, давайте на горячую линию. Ну, а что такое? Да просто вот в розыске ничего не объяснили, все сразу скрутили и повели. Гарячу лінію як скрутили, Він просто по вулиці йшов? машину скинули. Я дзвоню вам пісню. Ну и все. Вот ровно вот такая вот история. То есть это всех устраивает. Даже срывает гайки уже у депутатов. Наш любимец, мы его частенько показываем, депутат от «Слуг народа» Мазурашу выдал на трибуне правду. Рубанул правду матку на трибуне. Трансляции, правда, нет. Ну, только если Гончаренко не ведет, если там не где-то в командировке, или там еще там парочку депутатов ведут типа трансляции прямого эфира, потому что как бы, ну это же опасно, трансляция прямого эфира, но если Гончаренко в ТикТок, то можно.
И вот выдал Мазурашу. Вільна система змушує всіх заганяти в армію погрозами і примусом. Дебильная система всех заставляет загонять в армию угрозами и принуждением. Ви не розумієте, що це схематоз? Бізнес для ТЦК, ВЛК і тих, які займаються рішанням питань, як випускати громадян України, які, на жаль, хочуть тікати з нашої країни. Представляете? Схематоз. А люди хотят бежать из нашей страны. Ну вот вы думаете, там, это вот пламенная речь в парламенте как-то откликнулась? Не, ну понятно, что его сняли, он там красиво будет потом показывать на следующих выборах, как он боролся, как он мог, смог, словом жег, так сказать. А толку? Нет. Тенденция в вопросах мобилизации сейчас абсолютно в другом. Вы спросите, в чем? Тенденция в понижении возраста. Нам вообще говорят, что без понижения возраста дела не будет. Эксперты уважаемые, военные говорят, все. Это вот как Зеленский говорит, Путин отвергает все мирные условия, он не хочет окончания войны, а я вот хочу, поэтому дайте мне 150 миллиардов на освоение ВПК, оружия, еще мы готовы 8 миллионов дронов делать, и мы открываем завод в Соединенном Королевстве, а давайте открывать у нас завод, чтобы у нас работало, давайте как бы делать на этом деньги. Но Путин не хочет. Вот точно так же и здесь. Нам постоянно говорят, без 18-летних не получится, ничего не выйдет. Без призову 18-літніх і вище до лав Збройних сил змін, серйозних змін в управлінні, наступальних оборонних діях добитись неможливо. Вот так вот. Значит, ни в обороне, ни в наступлении никаких изменений в ВСУ не будет без призыва 18-летних. Слушайте, так чему мы их раньше не призвали, всех 18-летних? Вы понимаете? Ну не будет. Юрий Береза говорит. Помните, борода у него, вот это вот все. Это мне напоминает, помните, Дед Панас, да, вот это, сказки читал. Вот такая малята. Да, вот это вот он таким тоном, вот это все размеренно, типа с высоты опыта. Ну там на самом деле, это, кстати, с аутизмом без угла я заметила, там многие косят под стариков. Ну, прям косят. Их это подстричь, умыть, они нормально еще, как бы, мужички еще такие все. Но вот это вот все, чтобы было вот это все, солидность, уже по телевизору показывают, понимаете? Короче, без 18-летних никуда, ничего не изменится, ни в обороне, ни в наступлении. Я хочу це розшифрувати, що я маю на увазі призив 18-літніх. Давай, всем очень интересно, что же ты имеешь в виду, когда призов или там, мобилизация 18-летних? Це до того, що я батько, в якого двоє дітей в погонах. Це щоб... Ну, это очень авторитетное мнение. То есть, смотрите, определенно, все родители, нормальные родители, которые желают, чтобы их ребенок жил, получил хотя бы нормальное образование, профессию. Я просто знаю, там, меньшие классы, они вот репетиторов ищут, там, обмениваются репетиторами, потому что понимают, что ни хрена в этих школах не дают, независимо от уровня. И не потому, что там учителя плохие, хотя там образование, система ужас, конечно, меняется, имеется в виду, не в лучшую сторону. А проблема в том, что вот эти тревоги, это, с подвала в подвал, вот это все, да, вот, ну вот это ужас. То есть сбивается учебный процесс, дистанционка периодически, еще какие-то моменты. Они там они переживают, они дают образование, детям платят деньги, да, причем речь не о каких-то супербогатых людях, вот правда, у тех, у которых школьники, и которые думают головой, что нужно получать, там, сдавать экзамены какие-то, куда-то поступать, то есть они вот в этом всем находятся. А у этого, говорит, у меня 2 детей в погонах. Вот мне вот интересно, вот для этих людей, которые переживают о своем ребенке, как им дать ту или иную науку, чтобы какую-то хоть
конкурентоспособность показать, ну, там, при поступлении в высшее учебное заведение, там, или в какое-нибудь другое учебное заведение, профессию получить. Вот интересно твое мнение? Нет, военные это, конечно, профессия, но они в погонах, они военные? Или вот так вот просто призванные и там лепили вот это все? Они со специальностью военной, ну, как бы они постигали что-то, они вот там образовывались как военные? Думаю, вряд ли. Ну ладно, не об этом суть. Короче, это вообще не аргумент, что у тебя там двое сыновей в погонах. І я, і мої старші діти воювали. Доповідаю вам. У нас, ми говорили, починали про північний кордон, де знаходяться велика кількість, в тому числі бригад, де не ведеться бойових дій, але фортифікаційні споруди є, і їх утримують певні бригади. Так от 18-літні, призов 18-літніх дозволить нам тримати на тих ділянках фронту, де не ведеться бойові дії, тримати якраз тих новобранців, які пройдуть військовий вишкіл і отримають ті навики, які в подальшому їм дадуть можливість не тільки вижити на фронті, а успішно воювати. Не можуть 50+, навіть у складі корпусів, піти завоювати Москву. 18-летние могут. Москву завоевать. Ну, понятно, что там все как бы отбито уже, там, не могут завоевать Москву. Но вы поняли, что он имеет в виду? То есть он говорит, мы призываем 18-летних, чтобы они вот там вот постояли на границе с Белоруссией, на севере. Вот там они. Но мы же там вынуждены держать какие-то фортификации, обслуживать, там, не знаю, заметать в окопах, в блиндажах. Ну, даже обслуживать инфраструктуру, ту, которую нарыли, а вдруг с Беларуси опять будет вторжение. Поэтому их туда. Но это же означает, что те, которые там отдыхают, да, условно, включают в эти матюкальники, вот эти мегафоны, да, вот там белорусам какую-то ерунду, белорусы в свою очередь им тоже что включают из громкоговорителей. Ну, вот это вот, да, вот ужас этот идеологический. Там про борщ, про все на свете. То есть надо отправлять туда 18-летних. А те, кто там сейчас, отправлять на фронт. И они-то точно Москву возьмут. То есть нас уже стелят соломку. Говорят, 18-летних, да ладно, они там будут в тылу, они там будут где спокойно. То есть мамки, не переживайте, не волнуйтесь, все нормально. Опять-таки молодежный контракт 18-24, но это не подходит, получается, потому что ты должен в боевых бригадах полгода прослужить из того года, который ты заключаешь контракт. Ну да ладно, эти все шероховатости, надо верить вот Юрию Березе. У него борода, трах тебе дох, выдернет волосинку, и все, твой 18-летний окажется там, где спокойно, опыт боевой получит, который поможет выиграть войну. Так а какой опыт боевой, если там спокойно? Нет, будут бросать в топку, будут бросать как раз-таки за опытом. Если так уж все спокойно на северной границе, то о каком опыте идет речь? Опять начинают пудрить мозги. Опять. Это вот, понимаете, это вот как примерно пудрят мозги с вот этой историей с мобильными телефонами и вот этими сим-картами. В общем, сейчас, ну там, 2 таких магистральных линии. Вы заметили, что в Украине сейчас так призаткнулись по поводу того, что нужно Telegram ограничивать, TikTok, там вот это все вражеские мессенджеры и так далее. В России, кстати, до 1 сентября Путин подписал указ, чтобы какой-то государственный мессенджер создать. Тоже интересная идея. Ну, типа, чтобы все защищено, там госуслуги там подтянутся, все тебе будет, там будешь там общаться. Ну, чтобы сразу понятно, что прочитают, понимаете, 100%. И утечки никакой нет, ну, свои же прочитают, нормально. Ну, неважно. В Украине другая же история. То есть они все замолкли, потому что все готовятся к ограничениям сим-карт, ну, короче, прикручивать мобильный интернет, мобильный на время атак. И это, мол, во благо.
Но если прикручивают, то, соответственно, никто ничего не узнает, куда прилетело, никто ничего не снимет, там, не выложит. Ну, в общем, усложняется эта вся история. Понимаете? Но это тоже ведь байки, что, например, именно поэтому нужно сим-карту в Украине выдавать по паспорту. Во-первых, значит, многие, кто на контрактах, у них и так по паспорту, то есть понятно, что эта сим-карта закреплена за этим человеком. Но есть в свободном доступе пакеты, берешь, открываешь, вставляешь, пользуешься, пополняешь. Ну, как бы, пожалуйста. Ну, нормально. Во многих странах уже тоже по паспорту. Нам говорят, что нет, все теперь сим-карточки должны быть по паспорту. По паспорту. Вот уже один из экспертов не выдержал и говорит, что это вообще какая-то ерунда. І вообще не о том, щоб збивати шахеди. Сімки по паспорту. Угу. З точки зору протидії ворогу, це аж ніяк не допоможе. Що завадить російським спецслужбам попросити свого агента піти купити 10 сімок і відправити там комусь віддати їх. Нічого не завадить. Громадянин України приходить на свій паспорт, купляє там скільки-то сімок і що? Йому дали за це 100 гривень чи 100 доларів. Він... Ну, то есть вообще нет проблем. То есть противник заказал у своего агента, дал 100 долларов, человек пошел, 10 симок купил, навар себе оставил. Нормально. Щасливий, довольний, пішов куратору. Ну, класно. Так, а ці сімки вставили в шахеди, агента спіймали і що? А тим, куди прилетить, нічим це вже не допоможе. Тим більше, що тобто заявленим цілям воно не відповідає. Ну, то есть, хорошо, увидели эту сим-карту украинскую, оно привязано под чей-то паспорт, да? Ну, пришли к этому. Во-первых, поди его найди, разыщи этого человека по паспорту. Кто сейчас живет по прописке в Украине? Вопросики. Кто? Тут, кстати, по поводу прописки очень интересный момент. Постановление Кабинет министров выдал. Ну, такой, знаете... Вообще, там депутаты, всех сейчас, в общем, смена Кабмина, Шмыгаля меняют на Свириденко, об этом инсайдят, говорят, депутаты возмущаются, говорят, у них там заседание Кабинета министров, как вроде какой-то клуб, они сидят, в какой роскошной стране мы живем, все только хорошие новости обсуждают, Шмыгаль весь такой позитивный, а в стране задница, понимаете? Ну, все позитивные. Спасибо, фаворит, за поддержку, Санек, спасибо за шум. Ну, то есть, смотрите, беда прям. Беда, ужас и кошмар. В стране у них все хорошо. И они сегодня сделали очень важный шаг, что с 1 июля теперь все лица со статусом переселенцев в Украине, ВПЛ вот этих, да, если они уехали за границу больше, чем на 90 дней, лишаются этого статуса. Есть исключения, там, лечение, командировки, там, ну, какие-то такие абсолютно формальные вещи, то есть, ну, в общем, не подойдешь. Еще раз, если вы переселенец и больше 90 дней находитесь за границей, то в Украине вы теперь переселенцем не будете. Это решил Кабмин с 1 июля. Проблема в том, ну, то есть, не будете переселенцем, соответственно, не будете получать вот эти по 2000 гривен, которые кто-то получает, да, которые тоже нужно переподтверждать и так далее. В общем, все. Если вы в стране больше уехали, все, вами занимается другое государство или сами собой занимаетесь. Вы уже не переселенец. Возникает только другой вопрос. Но этот статус имеют люди, внимание, с 2014 года. 14-15 года этому статусу многих людей из Донбасса по 10 лет, которые выехали 10 лет назад, там 11, получили эти справки, и у них есть какие-то не только выплаты, многие уже за эти, понятно, 10 лет обзавелись там жильем, вышли замуж, женились и так далее. То есть, но этот статус им давал какие-то, ну хоть какую-то привязку, да, к там родным местам и тому, что ты переехал оттуда в Украину. Но если ты типа за границей, то все. Вот такое решение. Не знаю, вот напишите, справедливо или несправедливо. То есть все, ты не переселенец. Ты, если уехал за границу, все, ты там был больше 90 дней, до свидания. У тебя нет этого статуса, Украина тебя не считает переселенцем с территорий под войной.
Ну, то есть, что ты переехал от войны. Это настолько циничная в целях экономии вещь, что это настолько плевок людям, вот просто в душу этим людям, которые едут, переселяются, получают эти справочки, что-то там как-то юридически себя оформляют, что они живут, например, там в какой-то области, но у них дом там, они садятся там, едут дальше, в одной стране там побывали, в другой, 90 дней прошло, под временной защитой, все, до свидания, ты уже не переселенец для украинского правительства. Ну, это вот так, такая новость сегодня была. Так вот, о сбитии шахедов. Сегодня показали кадры, как F-16 работает по шахеду, или как меня постоянно исправляют, типа герань. Ну, потому что шахед, это от шахеда там немного что осталось, доработанный шахед это герань. Ох, как классно видно в бинокль. Фига себе осколки. Еще один где-то летит. Вот так вот. Представляете? Ну тут просится математика войны. Ну вот такая определенная математика войны. То есть F-16. У него есть, ну, какой-то там заряд. Ну, там, с чего он? С пулемета стреляет, с какого-то, или, ну, вот то, что у него там прицеплено на вооружении, да? Ну, или какие-то там ракеты небольшие, да? Вот те, которые 20 тысяч передали. Этот F-16 нужно заправить, поднять, вывести на позиции. С другой стороны, конечно, и так, когда воздушная тревога, его надо поднимать, потому что прилетит и разобьет на земле, если там не спрятан в укрытии где-то. Пилот летит, вычисляет цель и сбивает шахед. Но вроде как красота. Но сколько это стоит? Сколько стоит шахед, герань? Сколько стоит F-16 с этим зарядом? И сама инфраструктура, как в небе сбивать. Одно дело ракета, которая там дорогостоящая, это, понятно, F-16 тоже дорогостоящий, летит и сбивает. Тут может как-то математика играться. Но против герани и шахеда это вот выглядит как, я не знаю, там из пушки, ну не по воробьям, но по какому-то там очень небольшому объекту. Вот так. Вот так происходит работа по шахедам. И снизу пулеметы там строчат и попадают очередной раз там в Киеве, в Одессе, пробивают стены, окна и залетают вот эти большие калибры пулеметных пуль людям в постель фактически. Вот так происходит борьба с шахедами в настоящий момент. Ну, опять-таки, да, то есть... А потом мы слышим, что во время отражения атаки воздушной погибает пилот, разбивается F-16. Ну, вот как было относительно недавно. Но это вот случай удачный. Есть другие. Но, по крайней мере, хоть эту как бы завесу приоткрывают нам немножко, как это все вообще выглядит. Вот эта борьба с шахедами. Но как не борются люди с как бы российскими, как это, ждунами, правильно сказать, да, сейчас так называют, ждуны, но они появляются абсолютно в разных местах. Ну, во-первых, те, кто говорит все по-русски, все ждуны. Русский язык стал языком интимного общения, только на ушко, близкому, тому, кому доверяешь. Ты можешь пообщаться, чтобы не стуканули. Но иногда от вот этого режима, дурацкого режима, у людей срывает башню. Причем в одну и в другую сторону. Вот башню сорвало в Одессе. В Одессе это, по-моему, там аллея здоровья или что. В общем, смотрите, тут на самом деле все просто. Вот этот там человек молодой пишет, что это ветеран, который перебрал лишнего. А это вот стоит интеллигентный мужчина с барсеткой и женщина. Они достаточно уже в возрасте. Ну, туда под 60, наверное, точно. Видите, такие, ну, неплохо выглядят. Ну, уже такие пара. Они вдвоем гуляют и говорят по-русски. Что-то где-то слово за слово.
Ну и у ветерана срывает башню, и он начинает бросаться на них. Ну, то есть, и они же, получается, типа его спровоцировали, потому что там по-русски к нему что-то обратились в Одессе, вот там, на вот этой пешеходной зоне. Ну, человек пьян. Пьян, и, короче, еще этих выставили, да, вот этими провокаторами. Ну, он там пытался еще чего-то там, ну, вот это вот начинает, да, там, рыпаться дальше, ну, явно не в себе. Герой бывший, ну, это так пишут, может, мало ли кто он. Может, он герой какой-нибудь из какого-нибудь ТЦК или из какого-нибудь, ну, непонятно, кто это. Ну, и люди объясняются с прохожими, что вообще происходит, что произошло. На фоне языка. Ну, говорят, что это на фоне языка. То есть башню срывает вот эта обстановка в стране. Как срывает и в другую сторону. Село Юзвин, Винницкая область. Только прошли, а там же какая история, то есть всем селом обычно, если кто-то погибает, они проходят по определенному маршруту улицы и бросают цветы. Ну, по дороге гроба вот этого последний путь. Ну как, это такая дань. Кто-то на колени становится, кто не становится. Ну не знаю, там в том селе, где там я был, там это вот просто, ну, просто цветы возлагали, да, вот просто молча шли, траурно, то есть шествие такое торжественно-траурное, да, то есть провожали бойца. Ну и там тоже провожали бойца. Ну, не выдержал, нервы, видимо, сдали у человека в хате у себя во дворе. И он замотался в российский флаг. Ну, в любом случае, найдут, наверное, там, навешают, дадут ему еще, наверное, срок какой-то. Ну, он, видно, какой-то дерганый, видимо, что там не в себе немножко человек, но уже просто, а кто тут в себе, да, вот в Украине, кто в себе? Шахеды, атаки, террор, ужас, кошмар. Ну, вот это вот, видимо, вот это знак протеста. Я не думаю, что это там русский какой-то или какой-то агент какой-то еще. Это вот знак протеста. Ему там и говорят потом в Винницкой области, говорят, а что ты напялил? Ну, смысл? Ну, то есть, зачем? А он какой-то такой, этот самый, вот все. Типа в пику вот этом там процессии, когда там хоронили, видели там на дороге цветы бросали. Ну, вот такой шум. Вот так. Ну и финальный такой эпизод, который тоже, это вроде как, знаете, такой, это совет. Совет. Если слышите ночью, ну вот вы спите и слышите, что что-то там, не просто там тарахтит, как шахед, надо прятаться или что-то еще, там беспилотники, и нет. Если слышите, что рядышком кладете там с подушкой свой мобильный телефон, и он начинает шипеть, издавать вот такой шум, слушайте, ну это опасно, надо класть телефон подальше. Киевлянка встряла сегодня очень интересную историю, едва не лишилась красоты девичьей, уха і, собственно, щеки. Ось так вчора ввечері, як зазвичай, подивившись, що почалась тривога, поклавши телефон на бильце дивану, ми лягли спати. І тут відразу почалося сильне шипіння, повалив страшенний дим, який дуже швидко заповнив всю квартиру. Він був їдучий, неприємний. Телефон неможливо було взяти в руки, він просто плавився, димів. Ну, это iPhone, вроде как 10-й, да, там не сильно уже помню их. Ну, iPhone вроде как 10-й. Вот, Полив, звичайно, дірку в бильці дивану, але виробник не збрехав. Корпус міцний, цілів. Ось так. Виробник Apple точно не збрехав. Корпус виготовлений, як він заявляє, в X10 з міцної хірургічної сталі. Відразу кажу, телефон не стояв на зарядці. Тому причина такої ситуації мені взагалі невідома. Дякую, Боже,
Ну, в общем, спасибо Боже, что взял деньгами, она говорит. Но по большому счету, вот вам и телефоны. Китайский, наверное, какой-то. Или что с ним произошло. Или что на него там направили. Какие сигналы. В общем, даже если вы не на зарядке, надо немножко отставлять перед сном телефон подальше. Мало ли что там зашипит. Кто чего, куда, как говорится, наведет. Значит, мы с вами, значит, в прямом эфире. Зеленский, Трамп, Эрдоган, Макрон уже собрались на саммите НАТО. Мы видим, да, вот Эрдогана и Трампа. У них будет встреча у Эрдогана с Трампом на полях саммита. Вот здесь Макрон, вот он Зеленский, да, вот такой во втором ряду, да. Ну, вот так это все, собственно, и выглядит. Протокольная фотография. Мы видим, да, что рядом с Трампом главный гвоздь программы будет Эрдоган, а не Зеленский. Так что, ну, а Зеленский там за спиной Макрона. Вот Петр Павел, по-моему, там, да, Урсулушка, кажется, улыбается, которая 150 миллиардов отдала. Все. Даже по этому протокольной вот этой возне видно, ну, какой-то чудак прошел перед камерами. Даже по протокольной возне видно, что сейчас он липнет к Урсуле. Ну, тут все показывают Трампа, а нам немножко Зеленского полицейский заслонил. Он липнет к Урсуле. Да, и все вот поднимаются. Урсуле, там, европейским партнерам. Вот как-то так. Вот так это все и выглядит. Посмотрим, что будет и что как бы преподнесет этот саммит НАТО. С Трампом пересекутся, Зеленский уже анонсирует на следующий день, то есть получается, ну, среда, завтра, то есть 25 числа. На полях, наверное, с утречком или позже, или на ужине. Но пока вот так. Пока вот встреча вот только такая. Все достаточно между Украиной и Америкой прохладно. И ровно то, с чего я начинал наш разговор, что граждане, товарищи, Трамп говорит аривидерчи. Он закончил все войны за пределами США. Значит, Украина тупо не в счет. Подведем итоги по поводу Украины. Война в Украине закончится до 8% осени этого года, 19% до конца этого года, 20% до весны следующего года. И так и осталось, кстати, 53%, как вот в начале, только голосов добавилось, что ей нет ни конца, ни краю этой войне. Пессимистичненько, друзья, но очень благодарю за то, что вы проголосовали. Я все-таки думаю, что ей будет и конец, и край. И я думаю, что даже вот этот Зеленский, так вот подальше, в стороночке, да, вот там рядышком за спинкой Макрончика, даже вот это положение, этот саммит НАТО нам покажет, что конец и край близок. Вот все-таки он будет. Я думаю, что получится. Особенно после того, как... вы не переубедите Трампа. Все. Если Трамп сказал, что все, мир между Ираном и Израилем, любовь народов и благоденствие на Ближнем Востоке, и сделал он Восток Ближний еще более великим, значит, так это и есть, друзья. Все. Значит, он закончил это упражнение. 3-4 закончили упражнение. А с Украиной он даже, походу, и не начинал. Даже подхода не брался и вряд ли возьмется. Значит, по поводу вопросов перейдем к нашему, тому, что оставили люди, что им интересно в закрытом клубе зрителей. Да, вот здесь вот были вопросы. Так, значит, пишут о том, что... Ага, вот так, значит. Почему для поездок Зеленского за деньгами
на какое-нибудь мероприятие еще полагается ритуал, чтобы был какой-нибудь пиарный обстрел. Нельзя просто деньги дать, типа денег дают только в обмен на кровь и картинку. Очень странно. В Газе таких картинок хоть завались. Если им это так нравится, могут каждый день наслаждаться. Нет, им подавай украинские. Анна, я с вами полностью согласен с вашим недоумением по поводу этих картинок. Но Газа, это же как бы Газа, понимаете? Ну, это же... Это далеко, это не с ними, это где-то там. А тут же идет отыгрыш на то, что же, смотрите, это в центре Европы, в центре европейского континента война. Поэтому, мол, нужно смотреть, что вот всем должно быть больно, все должны переживать. Хотя я с вами согласен. Кровь ничем не отличается. Ни украинская, ни в Газе, ни палестинская. Там, ни в Иране, ни в Израиле, ни в России, нигде. Кровь это всегда очень плохо. Так, перейдем, пожалуй, к вашим вопросам. Давайте из нашей любимой рубрики, менее любимой, но тем не менее рубрики. Колобок, куда мы катимся, и вопросы в... Так, ну смотрите, там с Борщаговки спрашивают меня про там, почему там гонят на отдельные люди на Арестовича, очень резко, дерзко, кто там кому нагадил в борщ, неприятно слышать, не надеяться на ответ, Владимир. Ну, смотрите, тот человек, о котором вы пишете, ну, для меня умер. Все. Ну, то есть, поэтому пускай на Арестовича, на меня, на кого угодно, ну, его все. Это, то есть, не надо уже к этому дерьмищу подходить. Поэтому спасибо вам за вопрос, Владимир, и за то, что пользуетесь возможностью. Значит, Саша, привет, был не по вокзалу, поезд стоял несколько километров от вокзала, ожидал добро на въезд на перрон, он стоял на перроне перед заходом на вокзал, прилет в предприятие в 100 метрах от состава, окна в вагонах выбило взрывной волной, я был там, мне важно, чтобы вы не давали марафон. Это вот пишет ДК. Смотрите, так это и было. Изначально, почему? Потому что днем мы вышли прям с пылу с жару, когда начали сообщать. Смотрите, какая история. Начали показывать оказание медицинской помощи на вокзале. Начали показывать поезда с заблюренным всем на свете. Начали показывать картинку, как горит вокзал. Поэтому это вот был дневной сегодняшний прямой эфир, поэтому, возможно, вам показалось, что это вот так. Безусловно, это не вокзал, это поезд подходил к вокзалу. Его снесло, потом же вот очевидец, мы показали в шуме, говорит, что нужно тягачи тянуть его туда, как бы отцеплять вагоны, перецеплять, что-то с ними делать. Поэтому да, это не марафон, да, сегодня днем разгоняли вот это, вокзал, кровище, люди, а по факту получилось, что ударили по промке, а там просто стоял поезд и ждал. Вопрос Укрзалезницы никто не задаст. Почему? Что у нас за военное время, за вот такие простои поездов? Ведь тоже подумайте, те, кто пользуется поездами или пользовался во время войны в Украине. Ты едешь, а потом можешь встать и стоять. Достаточно много. 15-20 минут. Это очень много. Это очень много, чтобы срисовать тебя элементарно. Это очень много. А кто там едет с тобой рядом? Ты же не знаешь. Очень часто ездили военные. Очень часто. И ты вроде как в пассажирском, ну ты с военными. И военные по форме, которых много, и их тоже могут срисовать. Я сам с такими военными ездил достаточно, ну, периодически по стране. И тебя срисовали, остановка 15-25 минут, туда чего-то прилетает, ой, ударили по гражданскому поезду. То есть, понятно, что ты не запретишь военным там ездить или как-то там, гражданка, не гражданка, меры безопасности. Расписание, ускоряется процесс, надо ускорять и пассажирские поезда, и другие, то есть надо заниматься логистикой правильной, чтобы поезд был в движении. Это важно, не стоял
не ждал захода на вокзал. Это в том числе безопасность. Причем, что парадоксально, ну вот поезд, во-первых, должен быть в движении, во-вторых, вот эти простои. Но сказать претензию Укрзалезницы нельзя. Они тебе что покажут? Лаунж в Киевском вокзале, что там можно за 120 гривен душ принять, и какая там классная комната за 300 гривен час. Вопрос. Значит, добрый день, Александр. Хочу услышать ваше мнение. Что то, что вы называете санкции, пошло вам только на пользу, спасибо. Ну, если так думаете, спасибо и вам. Слышал еще весной 22-го и в очередной раз услышал от мальчика в шапочке, который недавно повторил, попытаюсь дословно. Там десятки девчонок, а потом всех повесили, я видел своими глазами. Тогда весной 22-го я по наивности своей верил, и сейчас у меня возникает сомнение, что эти кровожадные людоеды не сделали ни одного фото, не оформили ни одного мемориала за миллионы, естественно. Мне этот человек казался солидным, откровенным, и тут он роняет, видел своими глазами. Как вы сейчас смотрите на то, что якобы было тогда, с уважением? Смотрите, по поводу весны 22-го. Ну, хватало всякого. Давайте с этого начнем. Но проблема пропаганды в том, что она гиперболизирует отдельные случаи. Это удобно. Взять какого-нибудь там одного, 5, 10 придурков, откровенно, военных преступников в российской форме, которые вламывались, мародерили, стреляли, издевались, и навесить на всех. Примерно то же самое мы видели в 2014-2015 году по отношению к обоим сторонам. Ну, вот там ополченцы такие, там казаки вот эти всякие, батальоны добробаты такие, понимаете? Но когда проходит время, и ты оборачиваешься назад, и ты понимаешь, что как бы ложки последние из металлиста под Луганском выносили защитники, ну, на дачах дорогих, ровно так же, как и отжимали тачки, бизнес, там разные, ну, вот эти структуры, начиная от казаков до каких-то там республик в то военное время. Потому что вот эта история дает власть, оружие, власть. Я это прям очень отчетливо хочу вам сказать, что надо быть с любым военным, гражданским не по пути. Ну, то есть, это во время военных действий, когда он там занимает какую-то территорию или отходит из какой-то территории, нужно быть крайне осторожным. Нужно избегать военных. Любых. Ни в коем случае. Потом, когда уже что-то изменилось, потом какие-то контакты, и то очень осторожно. Потому что в момент захода, в момент отхода, это самые два опасных момента. И там включаются другие правила. Надо беречь себя и беречь свою жизнь. Но много было весной 22 года и трагичного, справедливо. Я просто знаю людей, которые пострадали, семьи, которые пострадали. И, ну, это такие единичные случаи. Натянутые совой на глобус на все происходящее в выгодных, правильных целях. Нам же сегодня полдня рассказывали про прилет по вокзалу. Все сообщения о том, что погибло 17 человек от обстрела, они же не от домов каких-то или там вывернутых детских садиков. Они сопровождаются кадрами с поезда. Это специально делается. Ну, для того, чтобы жути нагнать. Картинка лучше. Поезд вывернутый, там, окровавленные простыни, там. Хотя людей просто осколками посекло взрывной волной, но типа и так сойдет. Так больше бьет по мозгам. Весной 22 года нам серьезно ударили по мозгам. Ну и сама ситуация ударила по мозгам. И так. Поэтому, смотрите, отношения меняются с годами. Как и всплывают новые какие-то факты, которые меняют отношения. Так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое, что написали.
Так, значит, чатик трансляции с нами. Так. Ох, как все летит. Шелест умер. Не-не-не. Вопрос про человека, который нагнал, ну, там, на Арестовича, как бы, батон крошит. Да, а я говорю, что этот человек, ну, смотрите, я не хочу назвать, зачем. Ну, господи. Рамазан Шелест, добрый вечер. Как думаешь, это был договорняк на Ближнем Востоке? Как показывает практика, чистой воды. Чистой воды договорняк. Так, смотрите. Вопрос человек мне задает. Почему вот этот человек резко, у него выпады в сторону Арестовича? Я говорю, этот человек для меня умер. Да? Все. Его не существует, поэтому я не стал называть его фамилию и так далее. Объясняю. Тут сразу зацепились, ничего себе. Ага. Саша Шелест отбеливает очередное военное преступление путинской фашистской России. Ну, добра и света вам. Добра и света. Значит, смотрите, вот из-за таких, как вы, люди бросаются в угар пропаганды. Ну, так легче, я понимаю, так легче. Нет, смотрите, Россия стреляла, Россия во всем виновата. Все. Все. А что там, мать его, поезд делал? Сколько он там стоял возле промзоны? Никто не подумал, потому что думать надо, как поезда направить, как людей сохранить. Надо ж думать, а думать нечем. Шелест, ты будешь президента? Нет, наверное, не буду. Спасибо. Это спасибо, Александр, тебе того же, да. Значит, Шелеста на геляку, Йодль Уберман. Ну, спасибо, с этого все тоже начиналось. Так, хороший комментарий. Вот Алина Косенко, молодец. Она написала хороший комментарий. Так. Значит, ну тут начинают версии, да, кто кого похоронил. Там, смотрите, метафорически никто никого, скажем так, не хоронил. Спасибо за шум. Вечер сегодня интересен. Всем доброй ночи, удачи в завтрашнем дне. Спасибо большое и вам тоже. Шелест, президент холодильника. Да. Значит, расписание старое было. Ну, понятно. Значит, друзья, всем большое спасибо. 23:05. Мы с вами практически 2 часа вместе. На 3 часа не пойдем сегодня. Все-таки завтра рабочий день. Я всем очень благодарен за то, что вы, ну, скажем так, присоединяетесь, за то, что вы пишете. Так, значит, люблю я эту всю, скажем так, эту критику, эту всю. Такие вы веселые, слушайте, так с вами интересно и хорошо. Так, значит, такие все наивные, такие все, и вроде такие, знаете, не все наивные, имеется в виду такие вот наивные комментарии я читаю, но такие с правдой, с претензией на правду. Но мы-то поэтому с вами и шумим здесь, друзья, потому что нам интересно в этой компании, прежде всего. Это вот просто замечательная компания и потрясающие эфиры шума, где вы можете написать, что вы думаете, да, вот, о том, о чем сегодня предлагали пошуметь. Очень же интересная, да, вот эта расстановка на саммите в Гааге НАТО. Правда ж классная, показательная? Трамп теперь и с Эрдоганом. Ну, а Зеленский там возле Урсулы. Всем добра и света. Хорошо пошумели.